Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я буду шить сумку из этой вам уже известной заготовки. Постараюсь подробно рассказать и показать, как я это делаю. Хочу сразу же заметить, что шитью сумок я нигде не обучалась. Я это делаю интуитивно и основываясь на своем опыте и знаниях. Кстати, я очень благодарна за добрые слова, которые я увидела в комментариях. Очень много откликов, честно говоря, я даже не ожидала. Немножко волнуюсь уже даже, засмущали меня. В этом видео я постараюсь максимально подробно рассказать, как, зачем и почему я делаю те или иные вещи. Как я поняла из комментариев, среди вас есть не только уже опытные мастерицы, но и начинающие. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все-таки всем было ясно, доступно и понятно то, что я делаю. Начнем. При пошиве этой заготовки мной были использованы разные по качеству и цвету джинсовые кусочки. Поэтому я предпочитаю кроить дальнейшие детали. Остальные детали этой сумочки — это дно, верхняя обтачка и ремешок из одного вида джинсовой ткани. Я взяла тоненькую джинсовую ткань для того, чтобы у меня в дальнейшем при пошиве ремешка, там где у нас ремешок сам по себе не тонкий, там где мы будем загибать, сшивать, чтобы у нас были не совсем толстые швы, чтобы машинка у меня прошила без проблем. Дно сумочки я буду делать прямоугольным, то есть не овальным, не круглым, не буду заморачиваться. Тут и так достаточно много работы уже было вложено, поэтому чем проще, тем, я думаю, лучше. Так, покажу, как я рассчитываю. То есть вот дно. Нам нужен прямоугольник. Ширину дна я решила делать 7 сантиметров. Сколько же мы будем делать длину? Как вы помните, у меня длина того полотна, на которое я нашивала полосочки, было 81,5 сантиметров. Когда я его стачала, у меня получилось 80, то есть ширина вот здесь вот у меня 40 сантиметров. То есть вот эти 40 сантиметров у нас должны каким-то образом, 80, простите, сантиметров каким-то образом вот здесь вот разложиться. То есть у нас периметр этого прямоугольника 80 сантиметров. Ширина дна с двух сторон у нас 14 сантиметров в сумме даст. 80 минус 14 будет 66. И поделим на две части, переднюю и заднюю. У нас получается 33 сантиметра. Естественно, нам нужны будут припуски на швы. По ширине здесь я добавлю 0,75 и здесь 0,75. По длине также с двух сторон я прибавлю по 0,75. Итого у нас получается прямоугольник размером 8,5 сантиметров на 34,5 сантиметра. Делать мы будем одну деталь. Обтачка. Вот эта деталь, к которой у нас будет пришиваться молния и подкладка. Как я ее рассчитываю, я уже здесь, я уже вообще много что тут накидала. То есть я ее деталь делаю 5 сантиметров шириной. В готовом виде она будет 3,5 сантиметра примерно. И длина обтачки у меня 79,5 сантиметров. Почему не 80? Вопрос может возникнуть, потому что у нас здесь 80, потому что у нас обтачка, она будет внутри вот здесь лежать. Для того, чтобы не получилось каких-то волн, некрасивых складок, я ее делаю чуть поменьше. То есть обтачка у нас одна деталь. Она может быть сточной, как и ремешок, то есть из двух тоже прямоугольничков каких-то там здесь вот между собой стаченных. Ремешок
В готовом виде у меня 3,5 сантиметра. Поскольку у нас вот так вот складываться будет ткань, здесь я умножаю на 2 и добавляю 2 раза по 0,75 припуски на швы. То есть у меня получится 8,5 сантиметров на 120, так 130 можете взять длину ремешка. Этого будет достаточно, чтобы его можно было отрегулировать по длине. В той сумочке, которую я уже показывала, там длина ремешка 150 сантиметров получилось. Вот, кстати, здесь видно, что он у меня из двух частей, сточной ремешок. То есть тоже одна деталь. Нам нужно будет 2 шлевки, также шириной по 3,5 сантиметра. Почему 3,5 сантиметра ремешок, шлевки? Ну, потому что у меня вот такая фурнитурка, она вся вот здесь вот внутри по 3,5 сантиметра. То есть шлевочки 3,5 сантиметра, плюс 2 припуска по 0,75. То есть нам нужно будет 2 прямоугольничка 5 сантиметров на 8 сантиметров, 2 детальки. Шлевки это вот эти вот детальки, где у меня будут полукольца фиксироваться, и ремешок. Кроить дно я буду по долевой. То есть 34,5 сантиметра у меня будут вот здесь. Ширина 7, вот так. Сейчас я нахожусь в процессе кроя деталей из дублирующих материалов. Для дна, для дублирования дна я взяла флизелин потолще. У меня есть 150 грамм на метр квадратный у него граммаж. То есть он такой плотненький. Приклею, посмотрю, может быть, я еще сверху одним слоем продублирую. Некоторые могут заметить, что вообще-то по технологии дублирующие детали краятся без припусков на швы. То есть, по идее, эта деталь черненькая, она должна была бы быть 33/7 ровно. Но мне важно, чтобы у меня сумочка, особенно внизу, дно держало форму. То есть я пытаюсь за счет вот этой толщины, да, где здесь у меня будут швы проходить, создать какую-то каркас жесткости, что ли, так, если назвать. То есть вот так я буду делать дно. Для обтачки, для вот этой, да, которую мы будем стачивать, я взяла флизелинчик полегче. Граммаж у него 60 грамм на метр квадратный. Я его тоже сделала с учетом припусков, то есть вот 5 сантиметров, как я и задумала, потому что мне не только внизу, но и сверху мне тоже важна, чтобы сумочка у меня держала форму, чтобы она не была вот как тряпочка какая-то, болтушка. Для ремешка я возьму этот же флизелин, он у меня ремешок вот из 2 деталей будет. И для ремешка я буду выкраивать уже без припусков на швы. То есть я буду делать 7 сантиметров ширину из флизелина, полосочку выкраивать. Потому что ремешок у нас будет вот таким образом выглядеть. То есть вот здесь вот сгиб у нас будет проходить, да. Здесь у нас будут припуски на швы туда внутрь. Да, и чтобы нам не создавать, мне не создавать дополнительную здесь толщину, которая, в принципе, никому она здесь не нужна, я сделаю вот без припусков. Если флизелин качественный, то этого будет достаточно. Ткань хорошо зафиксируется, она не будет ни растягиваться, ни как-то деформироваться. Еще хочется отметить, что для жесткости дна я не использую каких-то совсем жестких элементов. Некоторые используют линолеум даже. Я этого не делаю. Если я работаю с кожей, конечно, у меня есть специальные для жесткости дна материалы. Для джинсов я все-таки, чтобы оно жестко, не совсем деревянно было. Вот так мне больше нравится. Перед тем, как приклеивать флизелин, я разутюжу
вот эти сточные мои детали. Ну, лишний раз вот здесь еще пройдусь. И вообще, девочки, дорогие мои и мальчики, я рекомендую вам не брезговать влажно-тепловой обработкой в процессе шитья. То есть, ну, я как делаю? Я вот шовчик прошила, да, стачала 2 детали. Я шов или заутюживаю на одну сторону, или разутюживаю вот здесь вот, да. Мне не нужно, чтобы у меня была толщина, поэтому я их в разные стороны. Если вы будете делать так же, то ваши изделия будут намного аккуратней. Но я почему это говорю? Потому что я вижу фотографии, выкладывают девочки посты со своими изделиями. Ну, все классно, красиво, и цветовая гамма, и идея, и задумка. Но отсутствие влажно-тепловой обработки, конечно, ну, портит весь вид. Вот, сейчас я приклею. Производители флизелина рекомендуют приклеивать его, ну, не такими вот движениями, да, как мы обычно утюжим, а вот приложил утюг, подождал. Конкретно мой вот этот флизелин, у него время фиксации 8 секунд. То есть вот я приложила утюг, 8 секунд подержала, дальше продвинулась. Ремешок, деталь ремешка я сразу же здесь вот сделаю сгиб и сразу же его заутюжу. То есть деталь у меня будет совсем готова к тому, чтобы ее стачать. Я у себя в расчетах заметила ошибку. Но мы все люди, нам всем свойственно ошибаться. Здесь, где я рассказывала про длину обтачки, почему я ее делаю чуть-чуть меньше, я совсем забыла добавить припуски на швы 2 раза по 0,75. То есть у нас длина обтачки получится не 79,5, а 81 сантиметр. Уж простите меня, пожалуйста, я очень надеюсь, что вы еще не успели выкроить обтачку. Еще раз прошу прощения. Здесь я разложила все детали, которые нам нужны для пошива верха сумочки, именно в том порядке, в котором я буду их обрабатывать. Сначала я сделаю шлевки, затем я сделаю обтачку и молнию, затем я буду делать дно, пришивать дно. Ну и в самом конце сумочки, возможно, уже даже когда будет готова подкладка пришита, я займусь ремешком. Сейчас я иду к швейной машинке и показываю, как я это все буду делать. Шлевки я делаю очень легко и просто. То есть вот эти мои заготовочки я вот здесь вот сгибаю припуски на швы по 0,75. Прокладываю 2 строчки с 2 сторон. Ну, на расстоянии там 2 миллиметра, может быть, от края. Я в своей работе очень редко пользуюсь ниткой и иголкой. В плане не наметываю, не сметываю детали, кроме как молнии. Так, вот что-то у меня транспортер здесь немножко заедает. Ножницы. Так, вот шлевка. Вот так она выглядит с лицевой стороны, так с изнаночной. Теперь мы продеваем, я продеваю свое полукольцо и еще раз прокладываю строчку, то есть фиксирую, чтобы оно у меня не болталось никуда. Ну, уже побольше немножко от края я отступаю, делаю строчку. Так, здесь вот еще можно один стежочек.
Вот здесь вот видно две шлевочки в готовом виде, абсолютно идентичные, одинаковые по размеру. Я их пока отложу в сторонку. Сейчас мне надо будет к обтачке притачать молнию. Обтачка, как у меня, вы видите, получилась из 3 частей. Одна коротенькая и 2 длинных. Шовчик вот этот вот, где у меня длинные смыкаются, я его так сделала, чтобы он у меня был между вот этими шовчиками, да. Ну вот, если обтачка будет вот так, конечно же, да, то есть, ну вот так вот это будет выглядеть сумочки. То есть 2 шовчика здесь, и на противоположной стороне шовчик будет по центру. Здесь я сделала наметочки ножницами, вот так просто срезала. Право-лево. По этим меточкам я буду ориентироваться, когда я буду втачивать молнию, ну и смотреть, чтобы у меня все ровненько получилось. Если вы не уверены, что у вас получится втачать молнию ровненько, без наметки, ну, конечно, лучше ее тогда приметать. Я это делать не буду. Так, вот я беру одну сторону, кладу ее вот так вот, где-то у меня 1 сантиметр от моей отметочки я отступаю, вот начало молнии, да, и вот этот уголочек я его вот так загну, вот под углом 45 градусов и зафиксирую иголочкой, булавочкой. Кстати, вот вместо наметки я пользуюсь булавками, мне это больше нравится, ну, как-то быстрее получается. То есть вот, и сейчас я молнию буквально вот здесь вот, ну, я не сразу я ее буду целиком сюда втачивать, я где-то, ну, миллиметра 3-4 от края я ее просто прихвачу. Потом, когда я буду сюда пришивать подкладку, конечно, я сделаю уже здесь побольше отступ от края. Сейчас мне главное, чтобы она у меня была вообще в принципе зафиксирована на этой детали. Так вот, оп, я булавочку вытащу. Ну, так я привыкла. Длина стежка, вот я сейчас чуть-чуть даже побольше сделала, 4 сантиметра. Я ее чуть-чуть подтягиваю, чтобы она потом, если мы ее подтягивать не будем, она потом может пойти как-то волнами, не очень красиво. Я ее чуть-чуть совсем подтягиваю. Вот. Так, я ее сейчас с этой стороны. Вот, где у нас видно отметочка вторая, ну, второй край, что ли, я не знаю даже, как это назвать. То есть сгиб будет вот сумочки, и когда мы приближаемся, я здесь не дохожу, ну, буквально где-то сантиметра 2 делаю закрепку. Для чего? Потом это будет понятно и видно. Так, вот она у меня длиннее, я ее чуть-чуть расстегну, чтобы мне было поудобнее. Теперь беру, так вот она выскользнула, вторую, тоже где-то вот сантиметр я отступаю, да, вот от этой, так сказать, воображаемой линии, загибаю уголочек. Так, сейчас я его тоже булавочкой зафиксирую. Опс, извините, рукой закрываю немножко, да. Так, ну и здесь я сделаю то же самое. Что у меня такое клацает, это я меняю положение иголки чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево. Вот сейчас я ее вправо. Так, вот я. Так, даже можно так я. И булавочку я так вытащу, потому что у меня в принципе уже тут все. Так. Сейчас я ее тоже таким же образом подтягивать не забываем, да?
Вот так у нас в таком виде мы будем это пришивать кверху сумочки. Ну вот этот хвост, как я уже сказала, я его потом обрежу, заправлю внутрь, там зафиксирую, чтобы он не болтался, не мешался. То есть вот так вот это все выглядит. Сейчас я покажу одну из самых сложных в пошиве этой сумки операций. Это втачивание обтачки по верху сумочки. Перед тем, как нам это сделать, нужно будет прихватить шлевки. То есть я их сейчас на машинке прямо прихвачу, чтобы мне понимать, где у меня право, где лево. Да, вот если здесь я делала с краев надрезы ножницами, ну, своеобразные метки, то здесь я резать ничего не стала. Я просто вот красной ниточкой здесь отметила себе четко вот у меня вот сгибы. Я беру, сейчас вот поверну, так, одну шлевочку, и у меня сторона посимпатичнее, я ее делаю, то есть это у меня как бы лицевая к лицевой, расправляю штучки вот тут вот посередине, чтобы у меня красная ниточка посередине шлевочки была. Ну, тут я уже никакие метки не делаю, ничего тут иголкой, булавкой не прихватываю. Я просто смотрю посерединке, да, посерединке. И тоже, ну, стежком 4 миллиметра достаточно. Я вот тоже с краешку, буквально совсем 3 миллиметра я шлевочку эту прихвачу. Так, вот с одного края. И со второго края я сделаю то же самое. Вот у меня меточка. Я смотрю, где у меня здесь серединка. Вот так вот накладываю сверху. И прямо вот так вот строчечкой закрепила. Шлевочки я сюда настрочила. Теперь я выверну заготовку. Так. Вот таким образом у меня вывернута моя обтачка, то есть лицом наружу. Я ее вот так вот вставляю сюда внутрь. Вот таким образом внутрь. И здесь я, смотрите, соединю красную свою ниточку, да, метку, и вот этот вот свой надрезик тоже я здесь соединю и зафиксирую булавкой. Булавки у меня вот немножко я их изогнула, потому что прямые они, ну, изгибают ткань как-то не очень хорошо. То есть вот здесь зафиксировала с этого краю, и сейчас я зафиксирую с этого края тоже красную ниточку, и я совмещаю, и булавочкой я вот здесь вот так вот прихватываю. Так, можно еще вот так вот посерединочке здесь. Так, и здесь посерединке. И прокладываю строчечку. Сейчас я проложу строчку вот здесь вот 0,75 сантиметров наш припуск. Вот здесь, когда мы прокладываем строчку, ну, я делаю так. Я периодически вот сюда поглядываю вниз, чтобы у меня мои вот эти вот полосочки, ну, вот так не загнулись, чтобы у меня не было видно основу. То есть я так вот их подправляю. И вот я закончила. Почему я сейчас шила именно в таком виде? Обтачка внутри, сама заготовка снаружи. Ну, потому что именно в таком состоянии она у нас и будет. То есть обтачка у нас внутри, а сама заготовка снаружи. Сейчас я удалю булавочки.
Пойду это все отутюжу и проложу еще одну строчку. И вот так я и прыгаю от машинки к гладильной доске, от гладильной доски обратно к машинке. Вот так вот. Хорошо, с паром я утюжу. Так вот здесь вот подправить где надо, чтобы у нас все было ровненько и предельно аккуратно. Утюг у меня постоянно включенный, когда я шью какое-либо изделие. То есть вот смотрим, вот верх сумочки у нас уже практически готов. Ну не практически, а даже уже готов. Сейчас можно будет уже пришить дно сюда, чтобы мне его пришить тоже ровненько. Ну вот ровненько, не так, а вот именно ровненько. Я тоже сделала здесь такие отметочки. Вот сумочка у меня лежит, да, ровненько здесь. Я также здесь по бокам сделала красными ниточками. Вот если видно, да. Затем я так вот соединила эти боковые меточки и сделала еще здесь и здесь. То есть у меня по низу получилось 4 меточки на равном расстоянии друг от друга. То есть вот 2 по бокам и 2 по центру. Дно я буду размечать также ножницами. То есть я тут совсем немножечко уголочек, да, и здесь 2 краешка ровненько. Так, и вот здесь вот. То есть вот эту меточку и вот эту центральную мне надо будет совместить и здесь, и здесь. Сейчас я булавочками зафиксирую. Так, булавочками вот совместила 2 меточки здесь. Булавочкой здесь. Сделаю строчку на расстоянии 0,75. И потом сделаю с другой стороны то же самое. Так, вот здесь вот для надежности я еще в начале поставлю тоже булавочку. Ну, в конце я ее делать не буду. Так, вот 0,75. Поближе. 0,75. Тоже смотрю вот здесь внизу, чтобы у меня нигде мои полосочки не загнулись, чтобы у меня лысина никакая здесь нигде не образовалась. То есть вот так вот. Так. Булавки я вытащу. Вот видите, вот. Да, сейчас то же самое мне надо будет сделать с другой стороны. Для этого я сумочку выверну. Так, вот здесь и здесь я сделала. Теперь мне нужно будет вот по ширине сумочки, вот по этим срезам тоже здесь стачать. То есть вот я вот так вот согнула, вот. И здесь то же самое. У меня все здесь очень ровненько и четко получается. Тоже 0,75 от краешка. Тужить дно я буду без каких-либо приспособлений. Также на гладильной доске я вот просто вот где у меня шовчик вот так вот согну и утюжком приложу. Так, с одной стороны. То же самое я сделаю с этой стороны. Вот такое аккуратненькое дно у меня получилось.
Кому этой жесткости маловато, ну вот мне достаточно, а будущей владелице тоже достаточно. У меня уже есть покупатель на эту сумочку. Ну, можно еще внутрь, вот прямо по дну, ну, приклеить еще какие-то материалы пожестче. Мне этого достаточно. Но, как я уже говорила, я не люблю совсем здесь что-то деревянное. Ну, во-первых, и выворачивать будет неудобно, когда мы будем сшивать подкладку. Ну, во-вторых, я думаю, что джинс это не тот материал, на котором нужно делать вот совсем жесткое дно. Будущая владелица попросила меня сделать подкладку из хлопчатобумажной ткани. Я нашла вот такой вот кусочек желтенький. Предпочитаю делать в светлых тонах. Ну, для того, что когда мы открываем сумочку, у нас все было там на виду. Сами знаете, в женской сумочке чего только нет. Поэтому вот на светлом фоне какие-то ваши там мелкие, что вы там храните, оно, ну, можно будет очень быстро найти. Темные я делала, но от этого вот отказалась, потому что там в темноте в этой, как в черной дыре, ищешь, ничего не найдешь. Здесь я уже себе накидала, как я буду кроить подкладку. Вот что я намерила. То есть ширина 40, высота 29, из них 4,5 сантиметра обтачка. Как мы помним, у обтачки вот здесь снизу у нас еще есть припуск на шов 0,75. То есть она в готовом виде будет 3,75. Дно я буду делать цельнокроенным, ну, для того, чтобы не делать себе лишней работы, не выкраивать вот опять прямоугольничек очередной. Я для этого дно разложу на две части, то есть мои 7 сантиметров я разделю на 2, это 3,5, и к каждой детальке я их добавлю. Вот что у меня получается. 40 сантиметров это ширина сумочки, минус 0,5. Почему я поставила с восклицательным знаком? Если помним, мы делали длину обтачки на полсантиметра меньше, потому что она лежит внутри сумочки. То же самое. Добавляем на припуске 1,5 сантиметра по 0,75. У меня получается 41. По высоте 29 высота сумочки минус высота готовой обтачки, плюс 1/2 дна и плюс 2 припуска по 0,75. У меня получилось 30-25, но я округлю и сделаю 30,5 сантиметров. Итого вот такого размера я буду выкраивать 2 детали. Выкроила, долевая у меня проходит вот так. На одной половинке я сделала, ну, вот такой карманчик прорезной с молнией. Как я его делала, я даже не снимала, потому что это тема для отдельного видео. Сейчас я стачаю боковые срезы подкладки и буду пришивать ее к обтачке. Боковые швы у меня готовы, я их заутюжила. Вот как вы видите, я вывернула сумочку снова наизнанку, соединила подкладку с обтачкой лицом к лицу. Здесь булавочками посерединке прихватила, здесь прихватила точно вот в том месте, где у меня была отметочка, где я срезик делала, и шовчик. Шить я начну вот с этой стороны. Здесь вот у меня тоже отметочка, да, и боковой шовчик, я их соединю. Так, вот так я выправлю сейчас один кончик молнии, булавочкой здесь подколю. Вот, если помните, мы там делали не до конца строчку 2 сантиметра. Сейчас вот оттуда и начнем, только ну 1 сантиметр сейчас я сделаю. Вот здесь у меня видно второй бок, вот эти хвостики, которые я подгибала в расправленном виде. Все очень замечательно по кругу, прямой строчечкой. Ничего тут мудреного нет, все очень просто. Вот здесь в конце я опять не дохожу 1 сантиметр, ставлю закрепочку. Так, посмотрим. Здесь у меня немножко нитка запуталась. Вот что
что у нас получилось. Вот в расправленном виде вот так. Сейчас я опять это все заутюжу и здесь и еще проложу строчечку, ну, 2 миллиметра отсюда. Вот отступлю и здесь. Вот что у меня получилось. Здесь, где у нас молния начинает закрываться, ну, есть как вариант возможность вытащить вот этот хвостик наружу, как-то его красиво обработать, чтобы он просто болтался наружу. Но мне это вот не нравится. Поэтому я его заправила. И с изнаночной стороны, вот сейчас я так вот обрежу, сделаю здесь закрепочку и вручную просто это все пришью. Вот у меня получился, ну, довольно аккуратненький уголок. Для того, чтобы у нас обтачка не выворачивалась наружу, не оттопыривалась, я использую клеевую паутинку. Я ее вот здесь вот проложу на обтачку, да, закреплю с этой стороны булавочками, чтобы мне их потом можно было легко вытащить, чтобы она, ну, туда-сюда никуда у меня не ушла и у меня ничего лишнего не приклеилось. И вот так вот углом приутюжу, и оно будет держаться крепко, надежно и долго. Ничего не отклеивается у меня никогда. Как вариант, в других моделях сумочки можно было бы проложить вот здесь вот строчку, да, вот так вот насквозь и зафиксировать. Но с этой поверхностью я этого делать не буду. Но это некрасиво. Вот у меня все остыло, подсохло. Вот такие, ну, бортики теперь, что ли, у меня получились. Сейчас я закончу с подкладкой. Для этого я вывернула всю свою сумочку. Сейчас я стачаю по нижнему срезу вот от уголка до сюда. И от другого уголка также, ну вот примерно на 3 части я поделю. Серединку я оставлю открытой для того, чтобы мне потом можно было всю эту мою конструкцию вывернуть. Участок открытый, через который мы вывернем. Но мы помним, что дно у нас вообще-то прямоугольное, а тут у нас вот просто, да. Что я делаю? Мы на дно закладывали по 3,5 сантиметра каждую половинку. Я вот таким образом складываю подкладку, совмещаю здесь строчки, ну, здесь на эту сторону, здесь на эту я загибаю, и здесь я отмеряю линеечкой вот от этой строчки в каждую сторону у меня должно быть по 3,5 сантиметра. Я здесь сделаю желтеньким просто фломастером. И по этой линии я сейчас здесь прострочу. И этот уголок я обрежу. Некоторые спросят, почему у меня открытые срезы, почему я их не обрабатываю. Ну, на самом деле ткань это не сыпучая. Вот тут у меня пару ниточек совсем вылезла. На этом она остановится. Поэтому, ну вот, если вы используете какую-то синтетическую ткань или такую с сыпучим краем, конечно, лучше обработать. Ну или вот я иногда использую вот такие вот ножнички. Зигзаг, видели, да? Нарезают кусочки тканей в магазине, пробнички. Это дело я закрываю вручную потайным стежком. Я приступила к изготовлению ремешка. Если помните, вот этот сгиб я уже утюжила. Здесь я закрепила булавочками для того, чтобы у меня не произошло смещение верхней и нижней тканей. Ну, если кто смотрел предыдущее видео, там я объясняла. Я вот припуски, которые у меня здесь не были укреплены флизелином, я их просто подгибаю по ходу и прокладываю строчку. 3 миллиметра от края я делаю строчку. Для симметрии я решила с другой стороны, где у меня сгиб, тоже проложить строчку. Вот, получилось очень неплохо, все ровненько, аккуратненько. Сейчас я его тоже отпарю. Один край ремешка я уже пришила,
Здесь я сделала подгиб. Начинала я отсюда. Так, так, так. И сверху еще раз. Ну, для надежности. Сделаю сейчас регулятор и покажу, как все это выглядит. Я закончила. Вот такая сумочка у меня получилась. Ее можно носить хоть так, ремешок подлиннее чуть-чуть сделать. В общем, как вам нравится. Я ее взвесила, она весит 340 грамм. Я не претендую на то, чтобы вы шили вот точно так, как я показывала. Это видео я делала для того, чтобы показать, как это делаю я. Как делать будете вы, дело каждого из вас. На этом я прощаюсь. Спасибо за внимание.